Сегодня можно услышать мнение, что Украина только просит помощи у мира, оружие, деньги, ресурсы, и ничего не дает взамен, что она лишь обуза для своих партнеров. Но за время независимости Украина сама не раз оказывалась в роли той стороны, которая помогает другим. Украинские военные и спасатели работали в зонах вооруженных конфликтов на 3 континентах. Эвакуировали десятки тысяч мирных жителей, спасали людей после землетрясений и пожаров, делились опытом после крупнейшей ядерной катастрофы в истории и перевозили медицинское оборудование по всему миру во время пандемии. До начала полномасштабной войны России против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, более 45 тысяч украинских военнослужащих участвовали как минимум в 27 международных миротворческих и охранных операциях. Вот несколько таких историй, как в рамках международных организаций, так и самостоятельно. Югославия. С 1992 по 1995 год Украина участвовала в миротворческой операции ООН в Югославии на фоне войны, начавшейся после того, как Словения, Хорватия, а также Босния и Герцеговина заявили о выходе из состава Югославии. Основными задачами украинского контингента были содействие прекращению боевых действий и стабилизации обстановки, патрулирование, поддерживание общественного порядка и сопровождение грузов с гуманитарной помощью. 11 июля 1995 года сербские войска убили 8 тысяч боснийских мусульман в Сребнице. Следующей целью для такой же расправы должен был стать город Джеппа. 79 украинских солдат 240-го отдельного батальона, имея всего 9 бронетранспортеров и легкое стрелковое оружие, 2 недели удерживали позиции в городе, чтобы не допустить повторения расправы над мирным населением, против 2000 сербских военных. Это вынудило сербского генерала Радко Младича пойти на переговоры. Полковник Николай Верхогляд добился безопасного прохода для жителей города. Эвакуация началась 25 июля. Украинским миротворцам помогали французские военные. В операции задействовали более 60 автобусов. Было вывезено около 10 тысяч человек. За 3 года миссии в Югославии в ней приняли участие около 1300 украинских военнослужащих. 15 из них погибли. Грузия. В конце сентября 1993 года завершилась острая фаза Абхазо-грузинской войны. Тысячи грузин пытались покинуть Абхазию через горные перевалы Сванетии. Спасаясь от этнических чисток, люди попали в снегопад в горах. 8 октября 1993 года по распоряжению президента Украины в Грузию направили группу для оценки ситуации, а уже через 2 дня украинские вертолеты начали эвакуацию. Это была первая миротворческая миссия Украины, проведенная полностью самостоятельно, без участия международных организаций. С 10 по 14 октября 17 украинских вертолетов, 15 Ми-8 и 2 К-27, совершили 291 вылет под обстрелами абхазских и российских войск и спасли более 7643 человек. Один вертолет разбился в горах. В августе 2008 года, во время войны в Южной Осетии, Украина поставила Грузии зенитно-ракетный комплекс «Оса» и «Бук», вертолеты Ми-8 и Ми-24, учебные самолеты Л-29, самоходную артиллерию, танки, боевые машины пехоты и стрелковое оружие. Это подтверждено отчетом Украины об экспорте вооружений, опубликованным в ООН 12 августа 2008 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили впоследствии заявил, что благодаря украинским зенитным системам грузинская армия сбила 12 российских бомбардировщиков. Македония. С января по август 2001 года в Македонии шел вооруженный конфликт между правительственными силами и армией национального освобождения, отрядами этнических албанцев, действовавшим по образцу косовской армии освобождения Косово. В боестолкновениях погибло около 150 человек с обеих сторон. Западные страны и НАТО отказались от военной поддержки македонской армии, чтобы не повторить сценарий Боснии и Косово, и сделали ставку на посредничество. Оружием Македонии помогали только 3 страны – Греция, Болгария и Украина. В течение 2001 года Украина поставила македонской армии 12 боевых вертолетов Ми-24, транспортные вертолеты Ми-8.
4 штуки Су-25, а также танки Т-72. 13 августа 2001 года конфликт формально завершился подписанием Ахридского соглашения между правительством Македонии и албанскими политическими силами. Оно предусматривало разоружение албанских формирований, децентрализация власти и расширение прав албанского населения. Ирак, 2003-2008 год. После свержения режима Саддама Хусейна президент США Джордж Буш призвал мирное сообщество принять участие в стабилизации Ирака. 5 июня 2003 года Верховная Рада Украины ратифицировала указ президента об участии украинских войск в этой миссии. Основой контингента стала 5-я отдельная механизированная бригада, около 1600 военнослужащих, дислоцированных в провинции Васит. 22 марта 2005 года президент Украины Виктор Ющенко подписал план вывода основного контингента, и 27 декабря того же года Ирак покинуло последнее украинское подразделение. После этого в стране остались около 50 украинских военных советников и инструкторов, продолжающих работу вместе с иракской армией. За время миссии в Ираке погибло 18 украинских военнослужащих, и более 40 получили ранения. Япония. 11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0 и последовавшее за ним цунами. Стихия повредила системы охлаждения на атомной электростанции Фукусима-1, что привело к серии аварий на реакторах. В результате землетрясений и цунами погибло около 15 900 человек, еще более 2500 числятся пропавшими без вести. После аварии японская сторона обратилась к украинским специалистам за опытом Чернобыльской катастрофы, прежде всего по вопросам радиационной защиты персонала и распространению загрязнения в окружающей среде, в частности в водоемах. Один из экспертов, работающих с японской стороной, Николай Штейнберг, бывший главный инженер Чернобыльской атомной электростанции и бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины. Пандемия COVID-19. 3 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. 4 апреля 20 украинских медиков-добровольцев, анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты и медицинские сестры прибыли в итальянский регион Марке, один из наиболее пострадавших от пандемии. Их пребывание продлевалось до 25 апреля. Этого же месяца 2020 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» начал перевозить медицинские грузы из Китая в разные страны. 14 апреля самолет доставил в Варшаву около 100 тонн медицинского оборудования, тестов и средств защиты объемом порядка 1000 кубических метров. 17 апреля более 130 тонн груза было доставлено во Францию. Другой украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» в те же недели доставлял медицинские грузы в Чехию и Данию. Турция. Пожары. 28 июля 2021 года на юге Турции, возле города Манавгат, начались масштабные лесные пожары, которые распространились на несколько провинций страны. Погибли 4 человека, 183 получили ранения, были повреждены более 100 домов. 13 июля по меморандуму о сотрудничестве между украинской и турецкой службами по чрезвычайным ситуациям, подписанному в феврале 2020 года, Украина направила в Турцию 2 пожарных самолета Ан-32П с группой обеспечения из 14 человек, специалистов с опытом тушения пожаров в Черногории, Израиле и Грузии в 2016-2017 годах. В тот же день с 7:30 до 8:30 вечера экипажи совершили первые сбросы воды на очаги пожара в горных районах возле Анталии. К началу августа основные пожары, угрожающие населенным пунктам и туристическим зонам Турции, были взяты под контроль. Афганистан. 15 августа 2021 года движение «Талибан» взяло под контроль Кабул. 26 августа у аэропорта имени Хамида Карзая произошел теракт. Погибли более 170 человек. На следующий день талибы перекрыли дороги к аэропорту для афганцев, пропускали только иностранных граждан. Украинский спецназ ГРУ МО Украины находился в аэропорту Кабула в рамках операции по эвакуации граждан Украины и других людей. Среди тех, кто нуждался в спасении, была группа из 19 афганцев, переводчиков и членов их семей, работающих с канадскими военными. Ранее эвакуацию этой группы дважды пытались организовать канадские военные и один раз Государственный департамент США. Но все инструкции сводились к тому, что группа должна сама пробиться к воротам аэропорта. В царившем снаружи хаосе это оказалось невозможным.
К тому моменту оставалось всего несколько дней до 31 августа, объявленного срока вывода последних американских военных из Афганистана, и командование США и Канады приняло решение не выпускать своих солдат за пределы аэропорта, чтобы не рисковать. Украинское же командование в этой ситуации приняло другое решение – разрешить спецназу выйти за периметр. Утром 27 августа, уже после теракта, украинские бойцы вышли из аэропорта пешком и направились на местный рынок в городе. Афганцы заранее передали украинскому спецназу номера своих машин, чтобы бойцы нашли их среди толпы на рынке. Найдя людей, спецназовцы посадили их в микроавтобусы и сопроводили обратно в аэропорт, минуя оцепление боевиков. Один из переводчиков, 2 года проработавший с канадским спецназом в Кандагаре, позже рассказал журналистам, что американские и канадские военные боялись выйти, а украинские солдаты стали для группы ангелами. Всего за время эвакуации Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек, включая украинцев и граждан других стран. Интересный факт. Россия действовала совсем иначе. Посольство РФ не эвакуировали, потому что талибы лично гарантировали безопасность российской дипмиссии и даже взяли под охрану внешний периметр посольства. Российские дипломаты продолжали работать в обычном режиме, встречались с представителями Талибана напрямую. Турция. 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, затронувшее также север Сирии. Погибли десятки тысяч человек. 7 февраля правительство Украины направило в Турцию поисково-спасательный отряд государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 87 человек личного состава, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак. 14 февраля украинские спасатели вытащили из-под завалов женщину, проведшую там 205 часов. По состоянию на 30 февраля украинский отряд обследовал более 300 разрушенных зданий, разобрал завалы 96 из них, нашел живыми 6 человек и извлек тела 20 погибших. Демократическая республика Конго. С 1999 года в Демократической республике Конго в Центральной Африке работает миротворческая миссия ООН. Летом 2000 года правительство Украины сообщило, что направит в состав этой миссии контингент численностью около 350 человек. В 2001 году в состав контингента официально включили вертолетный отряд. В 2011 году генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун лично обратился к правительству Украины с просьбой прислать дополнительные вертолеты. В феврале 2012 года в Конго прибыл 18-й отдельный вертолетный отряд, 157 военнослужащих и 4 боевых вертолета Ми-24. 19 февраля с аэродрома в Гостомеле самолет Ан-124 доставил 90 тонн имущества для обеспечения лагеря. К началу 2013 года украинские экипажи выполнили 800 вылетов, из них 260 боевых. В 2018 году украинские вертолеты поднялись на поддержку военнослужащих Танзании, попавших в засаду боевиков. В 2019-м украинский экипаж посадил вертолет Ми-8 на кратер действующего вулкана Ньюи-Рангонга, чтобы высадить туда группу вулканологов. 27 января 2022 года украинские пилоты применили неуправляемые авиационные ракеты с вертолетов Ми-8 около города Буния, уничтожив базу вооруженного формирования Альянс демократических сил. 7 марта того же года президент Украины подписал указ о возвращении всех миротворцев, включая контингент из Конго в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. За время миссии украинские вертолеты в Конго провели в воздухе более 22 400 часов. Перевезли свыше 116 тысяч пассажиров и грузов, общим весом 5600 тонн, составляет треть всего вертолетного парка миссии ООН. Эта миссия самая долгая из всех, почти 2 десятилетия подряд, и заслуживает отдельного, более подробного ролика. Вывод. 10 эпизодов на 3 континентах с 1992 по 2022 год. От первой миротворческой миссии в Югославии до вывода последнего контингента из Конго. Все это время, пока Украина сама участвовала в чужих войнах, спасательных операциях и гуманитарных катастрофах по всему миру, до ее собственной территории полномасштабная война России еще не дошла. 7 марта 2022 года, через 11 дней после начала российского вторжения, украинские миротворцы впервые за 30 лет были отозваны со всех международных миссий, чтобы защищать собственную страну. И сегодня помощь, которую получает Украина, это не просто поддержка, это ответ мира стране, которая 30 лет сама без колебаний приходила на помощь другим.